первом веке нашей эры, когда здесь правила Римская империя, по настоянию и приказу правителя было принято решение создать самый длинный водопровод, который будет доставлять воду в город. И было принято много усилий, собиралось большое количество собраний, и наконец-то был построен водопровод длиною практически в 20 километров, который доставлял воду с гор, находящихся там, и доставлял это в город. О чем же я говорю? Я говорю о самом известном месте, об акведуке Сеговия. Этот акведук, который состоит из 167 арок и до сих пор сохранился практически в первозданном виде, и он говорит о той истории, которая была когда-то 2000 лет назад. И я хочу сказать, что он знаменит еще тем, что все эти арки, все это сооружение было построено без какого-либо цемента, раствора, и до сих пор стоит крепко и здесь. Что я могу сказать? Добро пожаловать в Сеговию! Прогуливаясь по улицам Сеговии, невозможно пройти мимо вот такого интересного дома. Его называют «Дом с шипами». На самом деле это замок, который был построен в 15 веке. И шипы – это вовсе не шипы, это как его строители, архитекторы планировали изобразить граненые диаманты, алмазы, что это вот такой вот алмазный дом. Ну, в общем, люди его все равно прозвали «Дом с шипами», потому что он выглядит довольно-таки угрожающе. Ну, а сейчас в нашем современном мире здесь уже есть у нас Escuela de Arte Superior de Design. Я могу сказать, что это Академия искусств и дизайна. Одно из самых популярных известных мест в Испании, конечно же, это Алькасар де Сеговия. Он изначально строился как крепость, он успел побывать королевским дворцом, также здесь у нас была и государственная тюрьма, и артиллерийская академия. Шикарнейшее место, куда стоит прийти. Сейчас он открыт для посетителей, и билеты стоят от 6 евро. В этом замке очень много разных залов, но так как здесь раньше была артиллерийская академия с 1814 по 1823 год, здесь представлено большое количество артиллерийского оружия, которое использовалось в те времена. И как раз вот в битве с Наполеоном там тоже оно использовалось. Посмотрите, какие тут пушки. Я на самом деле не такой большой знаток артиллерийского оружия, но думаю, кто смотрит, может сразу понять, идентифицировать. Есть любители этого всего, но я вам скажу, что здесь довольно-таки много интересного и очень атмосферно. А мы продолжаем и идем в следующий зал. Из всех залов есть выходы во внутренний оружейный дворик, где есть такой у нас фонтан. Здесь мы видим королей, которые когда-то правили на территории Испании. Ну и, конечно же, я хочу загадать желание, чтобы снова сюда вернуться. И, надеюсь, я попаду в этот фонтан. А в этом зале это у нас оружейный зал, где представлены варианты доспехов, как ковались латы, вот в таком виде были у нас рыцари. Мне кажется, это был такой вид. Ух ты, острая штука. Мне кажется, это тоже можно было использовать в качестве этого оружия. И крепкитамент это смотрели. Здесь у нас находится самое главное место, мне кажется, в каждом королевстве, в каждом замке. Тронный зал, где восседали короли, королевы, где принимались какие-то решения. В общем, здесь очень атмосферно. Честно говоря, у меня даже мурашки идут по коже, потому что такой, ты прикасаешься к истории.
опочивальня наших королей. Честно говоря, как-то здесь темновато, но, в принципе, можно и, не знаю, как-то мрачновато. Темно-красный бархат, небольшая кровать. Это вообще как бы не размер короля, не king size. Мне кажется, маленький. По мне так это кажется даже совсем не королевский размер. Наши короли спят на более широких кроватях. Идем дальше. Это главный зал, где собирались самые высокие чины, включая здесь королей, королев, принцесс, и решались какие-то главные вопросы, принимались законы, может быть, судили кого-то. В общем, это один из важных залов нашего замка. Сейчас мы поднимаемся в смотровые башни. Экскурсия стоит отдельно 3 евро, но при желании можно купить полный пакет, то есть посмотреть Королевский дворец и башни. Все вместе будет стоить 9 евро за одного человека, но оно того стоит. И отсюда открываются потрясающие виды на город, на старый город Сеговию и на все окрестности. Именно здесь рыцари и стражники, и кто там еще наблюдали за и охраняли покой этого города. И невозможно обойти вниманием вот этот кафедральный собор, конечно же, он является также центром внимания, потому что он очень большой, старинный, он построен в постготическом стиле, и внутри тоже можно попасть. Цена вопроса 3 евро. Внутри находится музей. И на центральной площади, конечно же, вы найдете кафедральный собор, позади меня театр, часовня, большое количество баров и ресторанов. Это идеальное место, чтобы провести его со своей семьей, чтобы узнать много об истории, увидеть большое количество различных памятников, архитектуры, музеев и насладиться вот этой атмосферой Испании. Здесь нужно побывать. Спасибо, что вы с нами. А мы продолжаем наше путешествие.